Таримские мумии – одна из самых поразительных и загадочных археологических находок XX века. Эти удивительно хорошо сохранившиеся останки были обнаружены в засушливой и соленой среде обширной пустыни Такламакан, расположенной в Таримской впадине на западе Китая. Возраст мумий охватывает невероятно широкий временной диапазон – от 1800 года до нашей эры до 400 года нашей эры. Однако главное, что привлекло внимание ученых со всего мира, это их ярко выраженные европеоидные черты. Мумии, судя по всему, принадлежали различным кавказским народам, которые жили в этой пустынной области западного Китая более 2000 лет назад, а затем таинственно исчезли. Впервые мумии были обнаружены в начале 1900 годов шведским путешественником Свеном Хедином, исследовавшим сложную историю Великого Шелкового пути, древней сети маршрутов, соединявших Китай с Турцией и Европой. Однако из-за отсутствия необходимого оборудования для сохранения и транспортировки тел в европейские музеи для изучения, они остались на месте и были забыты. Новая глава в их истории началась в 1978 году, когда китайский археолог Ван Бинхуа раскопал 113 тел в могильнике Кизилчока, Красный холм, на северо-востоке Синьцзян-Уйгурского автономного района. Большинство тел позже были перевезены в музей города Урумчи. За последние 25 лет китайские археологи провели масштабные раскопки и исследования в этом регионе, и на сегодняшний день известно о более чем 300 таких мумиях. В 1987 году американский профессор Виктор Мейер привел группу туристов в музей Урумчи, где случайно обнаружил мумии, раскопанные Ван Бинхуа. Они были одеты в темно-бордовые шерстяные одежды и войлочную обувь, а их тела сохранились почти идеально. Удивительно, но все мумии имели европейские черты: каштановые или светлые волосы, длинные носы, удлиненные черепа и большие, глубоко посаженные глаза. В то время Мейер не мог детально изучить находки, но в 1993 году он вернулся с командой итальянских генетиков. Группа отправилась на Красный холм, чтобы обследовать тела, которые были перезахоронены из-за нехватки места в музее. Мейер и его команда взяли образцы ДНК, которые окончательно доказали, мумии были европеоидами. Его исследования также показали, что самые ранние из этих мумий были первыми поселенцами в Таримской впадине. Самой известной из таримских мумий является так называемая красавица Лоулани. Это прекрасно сохранившееся тело женщины было обнаружено китайскими археологами в 1980 году недалеко от руин древнего города Лоулань. Эта женщина, умершая в возрасте около 40 лет, примерно 3800 лет назад, была ростом 157 сантиметров и обладала яркими европеоидными чертами, высокой переносицей и длинными светло-каштановыми волосами, убранными под войлочный головной убор. На ней была шерстяная накидка и кожаные сапоги. Вместе с ней в могиле находились гребень и изящная соломенная корзина с зернами пшеницы. Эта находка свидетельствует не только о миграциях, но и о развитом земледелии в то время. В 2003 году экспедиция Синьцзянского археологического института совершила сенсационное открытие на кладбище Сяохэ, расположенном в 200 километрах от древнего города. Здесь была найдена еще одна впечатляющая мумия женщины. Ее тело поместили в гроб в форме перевернутой лодки, завернули в шерстяное одеяло, а на голове была надета изящная войлочная шляпа с перьями. Она была похоронена с загадочной красной маской для лица, нефритовым браслетом, кожаным мешочком и ками растения эфедра, которое, вероятно, имело ритуальное значение. Это захоронение относится к археологической культуре Сяохэ, одной из самых древних и загадочных в регионе. Еще одна знаменитая группа мумий была найдена в Черчене и состоит из мужчины, 3 женщин и ребенка. Взрослые тела, датируемые примерно 1000 годом до нашей эры, были одеты в одежды одного стиля и цвета, что может указывать на их близкое родство.
Черченский мужчина был невероятно высоким для своего времени, более 180 сантиметров. У него были длинные светло-каштановые волосы, аккуратная борода и татуировки на лице. Он был похоронен с коллекцией из 10 головных уборов разного фасона и облачен в пурпурно-красный шерстяной костюм. Главная женщина из захоронения также имела татуировки на лице. На ней было красное платье и белые сапоги из оленьей кожи, а волосы были заплетены в 2 длинные косы. 3-месячный ребенок был похоронен в синей войлочной шапочке. Его глаза были закрыты голубыми камнями. Рядом с ним лежали чаша из коровьего рога и бутылочка для кормления, сделанная из овечьего вымени. Ученые предполагают, что семья, возможно, погибла во время эпидемии. Археологов поразила не только антропология мумий, но и их одежда. Сохранились яркие, сложные и узорчатые ткани, демонстрирующие высокое мастерство их создателей. Детальные исследования текстиля из Таримской впадины выявили поразительное сходство с тканями, которые ассоциируются с кельтами в северо-западной Европе, знаменитый тартан, клетчатый узор. Однако это не означает прямую связь с кельтами. Ученые считают, что и таримский тартан, и европейские аналоги имеют общие корни где-то в регионе Кавказа, где самые ранние свидетельства производства таких тканей датируются как минимум 5000 лет назад. Среди находок – халаты, шапки, рубашки, плащи, клетчатые брюки, опровергающие миф о примитивных кочевниках. Генетический анализ, проведенный командой Виктора Мейера и другими исследователями, подтвердил – мумии имеют западноевразийское происхождение. Их ДНК показывает связи с популяциями, обитавшими в Южной Сибири, прикаспийских степях и в меньшей степени в Центральной Азии и Европе. Это указывает на несколько волн миграции с запада на восток в глубокой древности. Кто-то из этих людей мог говорить на языках тахарской группы, вымершей ветви индоевропейской языковой семьи. Рукописи на тахарских языках, найденные в оазисах Таримской впадины и датируемые VI-VIII веками уже нашей эры, возможно, являются лингвистическим наследием этих самых народов или их потомков. Это делает их одними из самых восточных носителей индоевропейских языков в древности. Мумии разбросаны по обширной территории и охватывают огромный период, поэтому они не представляют собой единое племя. Скорее, это следы множественных миграций разных групп европеоидных народов в течение тысячелетий. Есть ли упоминания о них в древних хрониках? Китайские источники действительно описывают на своих северо-западных границах светловолосых и голубоглазых белых людей с длинными волосами, народ бай, у которых китайцы покупали нефрит. Другой известной группой были юэджи, которые также контролировали торговлю нефритом. После поражения от кочевников хунну-юэджи мигрировали на запад и в конечном итоге основали Кушанскую империю в Северной Индии. Изображения их царей на монетах действительно имеют европеоидные черты. Они не исчезли бесследно. Скорее всего, эти древние европеоидные популяции были постепенно ассимилированы волнами тюркских и монгольских народов, которые начали доминировать в регионе с середины первого тысячелетия нашей эры. Их генетическое наследие сохранилось в некоторых современных народах Центральной Азии. Открытие таримских мумий заставило историков кардинально пересмотреть взгляды на древний мир. Теория о том, что Восток и Запад развивались в полной изоляции друг от друга, оказалась несостоятельной. Данные мумий убедительно доказывают, что трансконтинентальные контакты между Европой, Кавказом, степями Евразии и Китаем происходили за тысячи лет до формирования Великого Шелкового пути. Таримская впадина была не глухой окраиной, а оживленным перекрестком древних цивилизаций, где задолго до появления известных империй встречались и смешивались народы, технологии и идеи с разных концов света. Загадка таримских мумий – это яркое напоминание о том, что история человечества – это история постоянного движения и взаимосвязей.